Она принесла тебе счастье? Да, когда ушла. Привет, я Ольга Вастикова, магистр по психологии, и помогаю мужчинам стать увереннее в себе и построить здоровые отношения. Из этого ролика ты узнаешь, что такое шутки про расставание, 7 вопросов, которые важно задать себе перед расставанием, 5 правил, которые помогут тебе сделать процесс расставания менее болезненным. В конце видео я расскажу тебе 2 истории, одна из которых заточена на провал, а другая на счастливые отношения. Если ты сейчас сомневаешься, расставаться с девушкой или нет, то знай, это уже успех. Ведь ты в процессе выбора лучшей для себя жизни. Прежде чем принять окончательное решение, расставаться или нет, то задай себе эти 7 вопросов. Именно они помогут принять тебе правильное решение. Итак, первый вопрос. Как начались ваши отношения? Кто первым проявлял инициативу, а кто занял пассивную сторону? Будь честен с собой и не приукрашивай какие-то события для того, чтобы принять правильное решение. Второе. Как долго продолжалась фаза влюбленности? Обычно она длится около 6 месяцев. Если ваша длилась дольше, то это отлично. Про все фазы отношений я рассказываю у себя в телеграм-канале Оля Вастикова. Если фаза влюбленности длилась меньше 6 месяцев, это не очень хороший знак. Обычно в эту фазу мы идеализируем своего партнера. Это самые приятные воспоминания в отношениях. Уже позже розовые очки разбиваются, и мы видим своего партнера таким, какой он есть, со всеми своими недостатками. Как ты оцениваешь вашу фазу влюбленности? Была ли она продолжительной и насыщенной, или ты чувствовал, что что-то идет не так? Если ты сомневаешься, то вспомни, как часто ты думал о девушке. Хотелось ли тебе с ней проводить время? Не ощущал ли ты каких-то болезненных переживаний, когда вы только начинали встречаться? Все это поможет определить тебе, насколько сильно ты был влюблен в девушку. Третье. Какие основные проблемы возникали после фазы влюбленности? Может быть, ты заметил, что девушка занята только работой, и вы мало проводите времени вместе. Может быть, она не умеет выражать свои чувства и отдаляется от тебя. Может быть, тебе не нравилась ее семья или друзья, или были какие-то привычки, которые тебя беспокоили. Возможно, ты все это слышал, но подавлял в себе тревожные звоночки. Например, подозрения в эмоциональной или даже физической измене, неуважение к твоим границам, постоянные насмешки или манипуляции, которые она делала постоянно. Когда ты рассмотрел все проблемы в ваших отношениях, то важно задуматься, а в чем именно ошибался ты. Возможно, ты изменял девушке из чувства мести, потому что она тоже тебе изменила, или ты думал, что она тебе изменяет. Может, ты перестал общаться со своим лучшим другом, потому что твоя девушка считала, что он дебил. Очень важно совершить работу над ошибками своих отношений для того, чтобы вступить в новые, уже осознавая то, как ты можешь себя вести в каких-то ситуациях. Четвертое. Как ты решал разногласия со своей девушкой? Конфликты и разногласия бывают в любых отношениях. Только в мертвых отношениях не бывает ссор. И очень важно, как ты переживаешь эти конфликты. Конструктивное обсуждение проблем, поиск компромиссов, нахождение решений, которые будут удовлетворять обоих партнеров. Все это ведет к формированию здоровых отношений. Но иногда конфликт может перерасти в нечто большее, например, агрессивное поведение, физическая агрессия или постоянная ругань и унижение друг друга. Важно понимать, что у каждого человека свой собственный индивидуальный подход к решению конфликтов. И, конечно, важно вместе стараться решить конфликт не друг против друга, а когда вы направлены против вашего врага, проблемы. Напиши мне в комментариях, а что ты понимаешь под словом «ссора». Пятое. Как ты обычно решаешь проблемы в отношениях? Согласно мнению семейных психологов, пары часто ссорят об одном и том же, потому что их конфликт никогда не решается. Мне кажется, что так случается только в нездоровых отношениях. Учитывая то, что более 50% браков заканчивается разводами, то кажется, что нужно вместе находить решение, а не умалчивать проблему и не оставлять ее в долгом ящике. Когда ты и твоя девушка сталкиваетесь с конфликтом, то важно замечать красные флажки. Они помогают сформировать представление о том, над чем вам лучше работать. Упрямство, обидные слова, неумение извиниться – все это то, над чем бы тебе было бы классно поработать, если у тебя есть такая проблема. И если этого не замечать, то тогда проблема может усугубиться и действительно будет как та пара, которая постоянно спорит об одном и том же. Если ты и твоя девушка будут стараться решать конфликты мирно и бороться против врага проблемы, а не друг против друга, то тогда это и есть успех разрешения конфликта, и тогда это как раз про здоровые отношения. Бывало ли у тебя такое, что в отношениях ты решил взять перерыв? Или, может быть, так делала твоя девушка?
Если да, то как часто это было? Было ли это один раз или вы уже несколько раз то расставались, то сходились, то расставались, то сходились? Как правило, пары, которые так постоянно делают, и расстаются по итогу. Спроси себя, ты уверен, что ты не соглашаешься на меньшее? Возможно, ты достоин большего, чем эта девушка? Постарайся быть честным в ответе на этот вопрос. Влияет ли страх одиночества на то, что ты остаешься с этой девушкой? Если ты задал себе эти вопросы, хорошенько подумал, то вот тебе 5 рекомендаций, как можно менее болезненно пережить расставание. Первое. Будь откровенен. Будь честным и откровенным со своей девушкой и расскажи ей о реальных причинах, почему ты хочешь расстаться. Это может быть сложно, но честность поможет избежать многих проблем. Второе. Не обвиняй девушку. В том, что отношения не сложились, это вина не только девушки, но и твоя. В отношениях всегда виноваты оба. Третье. Не общайся с девушкой сразу после расставания. Когда вы приняли решение о том, что вам нужно расстаться, не нужно названивать ей на следующий день и общаться, как будто ничего не произошло. Расставание – это болезненный процесс, и поэтому попробуй дать своей девушке больше пространства и времени для того, чтобы самой пережить это нелегкое время. Четвертое. Не сравнивай свою новую партнершу с бывшей. Ведь это может создать дополнительные проблемы уже в новых отношениях. Все девушки разные, и только обиженные кричат, что все мужики, все женщины, все одинаковые. Нет, мы все разные. Пятое. Все твои переживания очень важны, и их обязательно нужно прожить, как бы тяжело это ни было. Если ты считаешь, что отношения не сложились, и ты думаешь, что, может быть, ты как-то в этом виноват, то ты можешь испытывать чувство вины. Расставание может вызвать страх перед будущим, потому что если раньше вы все делали вместе, вы жили вместе, вы растили детей, находились каждый день вместе, то сейчас непонятно, как будет в будущем, что будет завтра, неясно. Все это очень сложно переживать, особенно если ты любишь стабильность и когда ты был раньше уверен в следующем дне. Лучше всего прожить расставание с психологом, который окажет тебе профессиональную поддержку. Принять решение о расставании – это трудный и серьезный шаг. Но если ты последуешь этим рекомендациям, то процесс расставания будет менее болезненным. Будь откровенным и вежливым, дай партнеру время и пространство для того, чтобы она сама пережила все эти непростые переживания, которые сейчас есть у нее. А теперь давай перейдем к историям из моей психологической практики. Я расскажу 2 истории. Одна заканчивается неудачно, а вторая заканчивается хэппи-эндом. Первая история. Дима и Маша. Ребята познакомились на работе, они делали один проект, и после корпоратива они поняли, что они без ума друг от друга. Ребята начали ходить на свидания, но через какое-то время Дима начал слышать свою интуицию, которая говорила, что что-то идет не так, потому что Дима стал замечать, что Маша эмоционально отдаляется от него в некоторые моменты, и он чувствует, что ей с ней холодно. А Диме вообще-то важно, чтобы в отношениях было тепло и уютно. Но Дима всячески пытался не слушать себя, не слушать свою интуицию и подавлял это в себе. Дима жутко боялся одиночества. Он недавно пережил развод, и после него он пытался впрыгнуть в следующие отношения, чтобы заткнуть в себе пустоту. Дима и Маша начали жить вместе. Сначала все было хорошо, а потом бац и ковид. Все сидят дома, выходить нельзя. И постепенно Дима начал замечать, что их отношения превратились в соседские. То есть каждый живет в своей комнате, они встречаются только на завтраки, обеды и ужины. Оба очень много работают, и причем работают допоздна, и никакой ни физической, ни эмоциональной близости нет. Ребята только изредка смотрели вместе фильмы и очень мало разговаривали. Дима как-то пытался говорить с Машей, но она говорила, что у нее очень много работы, и она очень тревожится из-за ситуации за окном. Дима как-то пытался помочь Маше справиться с ее переживаниями, он о ней заботился, но Маша только отстраняла его от себя и отнекивалась от его поддержки. Очень Маше не хотелось делиться своими чувствами и переживаниями. Вместо этого Маша шутила на тему расставания. Это сильно напрягало и обижало Диму. Когда Маша шутила, она негативно высказывалась про самого Диму и его поступки, причем эти поступки он даже никогда не делал. Когда Дима спрашивал Машу, зачем она так делает, она говорила, что она уже опытная в отношениях и знает, что все отношения не вечны. И когда она шутит таким образом, то она как бы готовит себя к неизбежному, к моменту, когда они расстанутся. И она говорила, что таким образом ей будет легче все это пережить.
Дима искренне не понимал, зачем готовиться к возможному расставанию, зачем готовиться к будущему, которое может не наступить. На этот вопрос Дима получил очень странный ответ, что про расставание вообще-то она никогда не думала, но ей очень хочется, чтобы Дима был рядом, но тем не менее она все равно задумывается о расставании. Так ребята прожили полгода. У Димы накопилось очень много недовольств на Машу. Когда Дима пытался поговорить с Машей, то она все больше и больше закутывалась в свой кокон. Еще через несколько месяцев Маша сказала, что ей нужен перерыв в отношениях, и она хочет съехать от Димы. Дима пытался как-то спасти отношения, но Маша сказала, что именно это поможет им спасти их отношения. Как думаешь, какой был финал у этой истории? Давай рассмотрим вторую историю. Отношения Насти и Коли. Они познакомились на вечеринке у друзей и сразу понравились друг другу. Коля пригласил Настю на свидание на следующей неделе после того, как они познакомились. И после этого ребята стали проводить много времени вместе. И после того, когда Коля спросил у Насти, готова ли она стать его девушкой, Настя с радостью приняла его предложение. Однако спустя полгода Коле дали большой проект, и он стал уделять ему очень много времени. И Коля стал проводить меньше времени с Настей. Это вызвало напряжение в отношениях, и Настя грустила из-за этого. Но вместо того, чтобы игнорировать проблему, ребята сели и конструктивно поговорили. Они поняли, что им ценно проводить время вместе, они поняли, что они важны друг для друга, и поэтому они решили найти какое-то компромиссное решение. Благодаря тому, что ребята были честны и открыты, и еще они были смелыми для того, чтобы честно с друг другом поговорить, они нашли компромиссное решение. Так они продолжили развивать свои отношения с открытостью и заботой друг о друге. Эта история говорит о том, что ребята были готовы решать проблемы и вместе сражаться против общего врага, то есть против проблемы, а не друг против друга. А теперь попробуй в комментариях предложить развитие этих двух историй. Что можно было бы сделать в первой истории для того, чтобы отношения наладились? И какую ошибку можно было совершить во второй истории для того, чтобы отношения закончились? Если ты переживаешь расставание или думаешь, какое решение принять, расставаться или нет, если ты не понимаешь, что происходит в твоих отношениях, если ты не умеешь управлять и ощущать свои эмоции, если ты хочешь чувствовать себя увереннее, то добро пожаловать ко мне на консультацию, я помогу тебе со всем этим разобраться. Мы вместе с моими клиентами проживаем расставание, потому что это очень непростой процесс, это как проживание утраты. И потом, через какое-то время, мы вместе с клиентами радуемся, что этот этап закончился. Они все перепрожили, и теперь они свободны и готовы идти дальше. Мои клиенты становятся увереннее в себе, они находят внутренние опоры, и дальше они готовы найти подходящую для них девушку. И всего этого можешь достичь и ты. Ссылочку на консультацию я оставлю в описании к этому видео. В любом случае помни, ты красавчик, и Вастикова с тобой. А еще я благодарю спонсоров, которые принимают участие в развитии моего канала. Если ты тоже хочешь мне помочь, то посмотри ссылочку в описании к этому ролику.